Что делает птицу птицей? Конечно, возможность летать, ответите вы. Но я готов с вами поспорить. В этом ролике вы узнаете, почему птица весом больше 20 килограмм взлететь не может, почему у пингвинов такие маленькие крылья и зачем лебедь шипит. А в конце ролика я покажу вам пусть и не самую большую, но точно самую необычную птицу. Она похожа на приятного просмотра. Если вы попытаетесь найти в интернете самую большую птицу в мире, то заметите, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. По крайней мере, если вы не планируете менять формулировку, потому что вам выдаст совсем разные ответы на запросы «самая большая птица из когда-либо существовавших», «самая большая птица в наше время», «самая большая летающая птица» или же не летающая. В общем, тема действительно интересная. Ну а я, пожалуй, начну свой рассказ с самой большой нелетающей птицы из ныне живущих. Уже догадываетесь, о ком пойдет речь? Конечно, о страусе, а если точнее, то об обыкновенном страусе. Да-да, даже тут требуется уточнение. Итак, внешний вид страуса не нуждается в представлении. Думаю, вы неоднократно видели это необычное существо на картинках, в фильмах или даже вживую. Уточню лишь, что эта забавная птица может достигать высоты до 2,5 метров и веса порядка 150 килограмм. Если вы не можете представить себе эти габариты, то вот вам сравнение. Такие размеры может иметь небольшой автомобиль. Невероятно, не так ли? Кстати, разгоняться страус может так же почти как машина, до 70 км в час. Ну а сильные ноги, вооруженные твердым когтем, служат не только для быстрого бега, но и для защиты от хищников. Вот так это выглядит. Впечатляюще. Готовы услышать еще несколько интересных фактов о страусе. Они откладывают самые большие яйца в мире, питаются не только растениями, но и мясом, а еще никогда не прячут голову в песок. Легенда о том, что напуганный страус прячет голову в песок, вероятно, происходит от того факта, что самка страуса, сидящая на гнезде, в случае опасности распластывает по земле шею и голову, как бы стремясь стать незаметной на фоне окружающей саванны. А если к такой затаившейся птице приблизиться, она мгновенно вскакивает и убегает. А это эпиорнис. Еще одна огромная птица, которая внешне напоминает страуса, но на самом деле таковым не является. Хотя, казалось бы, такое же странное строение тела, пушистые, совсем не функционирующие крылья, рост до 4 метров и вес до полутонны. Вот только ДНК-анализ останков этого гигантского существа показал, что ближайший родственник эпиорниса – австралийская птичка киви. Ну, что-то в этом есть. Эволюция – действительно удивительный процесс. Обитал эпиорнис на Мадагаскаре. Там эти птички чувствовали себя прекрасно вплоть до X века нашей эры. Изобилие пищи, отсутствие хищников. Что же смогло погубить такого гиганта? Ответ прост – человек. Сначала он заинтересовался яйцами этой птицы. Они достигали целого метра в диаметре, а их объем составлял 9 литров. Представьте себе упаковку из десятка таких яиц, если бы они продавались в наших супермаркетах. Хотя зачем столько? Даже одного такого хватит, чтобы прокормить целую семью. Поэтому древние люди с большой охотой обворовывали гнезда эпиорниса и, кажется, съели все потомство. Вообще, практически все из когда-либо живших на нашей планете гигантских птиц внешне очень похожи на страусов. Поэтому я, пожалуй, не буду в этом ролике подробно рассказывать вам о драморнисе, родственнике австралийского гуся, пахиструтио, птице, которая смогла пережить гиены тигров, но не справилась с человеком, бронторнисе, поедающим лошадей. Не буду также о других видах современных страусов, сомалийском эмо, северном и южном казуаре. Это было бы слишком скучно. А вот пингвинов и их предков, пожалуй, обсудим. На фото императорский пингвин – самый крупный представитель ныне живущих пингвинов. Причин, по которым эту пташку можно назвать особенной, множество. Но обо всем по порядку. Условия жизни нашего гостя далеки от комфортных. Антарктида – темное, ледяное, пустынное место. Здесь редко ступает нога человека, что неудивительно. Для большинства живых существ ураганные ветра и морозы до минус 70 градусов Цельсия – настоящее испытание. Но пингвины быстро,
освоили ледяные пустоши. Как же им удается выживать в столь суровых условиях? Ответ прост – жир. Жировая прослойка этих полярных птиц достигает 10 сантиметров в толщину. Так что если у вас вдруг такая же, можете попробовать отправиться в Антарктиду. Только не путайте, Антарктида – это на юге, а Арктика – на севере. Но не торопитесь, у пингвинов есть еще кое-что. Специальная железа, выделяющая жир, которым пингвины смазывают свои перья, что создает надежную изоляцию от ветра. Так что захватите шубу, желательно вот такую. Что касается размеров, пингвин – одна из самых больших нелетающих птиц на нашей планете. 123 сантиметра в высоту и вес от 20 до 45 килограмм. Предки же наших пингвинов были во многом очень похожи на современных представителей этого семейства. Вот только имели значительно больший вес и рост – 2 метра в длину, от кончика клюва до кончиков пальцев, ну или ласт, и 115 килограмм. Представили себе такого гиганта? Но это уже настоящий автомобиль, только очень легкий, потому что древние пингвины были стройными и не имели такого меха. Палеодиптес кликовский жил на планете в позднем палеогене 37 миллионов лет назад и вполне предсказуемо жил в Антарктиде. Вот только сама Антарктида раньше выглядела иначе. Во-первых, в ней совсем не было льда, только вода. Палеоген – жаркое время. Климат на Земле был особенно теплым, уровень океана высоким, а сам океан имел огромное разнообразие живых организмов, которые пришлись по вкусу этим замечательным птичкам. К тому же этот период характеризуется исчезновением огромных морских ящеров, так что у пингвинов было еще больше причин спуститься под воду. Кстати, именно в нырянии и плавании им удалось достигнуть особого мастерства. До сих пор королевские пингвины, да и любые другие виды пингвинов, умеют плавать так стремительно, что даже враги, морские леопарды и касатки, не могут догнать их в воде. Но на суше наш гость теряет свою уверенность. Ходит медленно, запуганно, растерянно. Вы скажете, ну разве ж это птицы? Одни умеют только бегать, другие – плавать. Где настоящие летающие пернатые гиганты? Самая большая летающая птица из ныне живущих – анский кондор. Ее размах крыльев больше 3 метров, а вес не более 12 килограмм. Говорят, что вообще не может существовать летающей птицы весом более 20 килограмм. Вот только аргентавис величественный готов с вами поспорить. Но об этом позже. Вернемся к анскому кондору. Посмотрите на него фото. Настоящий гигант. По этой фотографии так и не скажешь. А что насчет этой? Бедная гиена. Кажется, она скоро станет чьим-то завтраком. И да, эта птица действительно питается мясом. Правда, в основном падалью. Однако, в случае нехватки корма вполне может напасть и на живую добычу. Известны даже случаи нападения на человека. Жюль Верн в «Детях капитана Гранта» красочно описал, как такой птиц унес мальчика в небо. Вот только на самом деле анский кондор не может поднять человека, но это не значит, что он совсем безвреден. 5-сантиметровые когти отлично справляются даже с косулями. Но не спешите переживать, особенно если вы не живете в Южной Америке. Потому что могучие анские кондоры обитают только там. Они предпочитают гнездиться на скальных карнизах, где могут обеспечить безопасность себе и своему потомству, о котором, кстати, очень долго заботятся – до 2 лет. Вот такой парадокс. Такие грозные хищники и при этом по-настоящему заботливые родители. Ну а теперь поговорим об аргентависе величественном. Размах крыльев этой малютки достигал 8 метров, тело 2 метров, а вес 80 килограмм. И да, эта махина могла летать. Вот только делала она это особенным образом. Забиралась на возвышенность, хорошенько разбегалась и прыгала прямо с обрыва. А потом парила вместе с потоками теплого воздуха. Надолго ли хватало таких порывов? Да, аргентавис мог находиться в полете без единого взмаха крыла до 2 часов. Вот только какой от этого смысл? Ведь вся еда, она там, внизу, на земле. Питался этот зверь в основном падалью, волками, саблезубыми тиграми, ну или же совсем мелкими существами. А поскольку летать, в привычном понимании этого слова аргентавис, не научился, как ему взлетать после такого пиршества?
Не переживайте. Ученые считают, что аргентавис приловчился ловить пищу прямо на алету. Вот такой необычный пернатый разбивает в пух и прах современную аэродинамическую теорию, согласно которой вес летающей птицы не может превышать 20 килограмм. И хотя аргентависы были самыми крупными птицами в истории, они вовсе не были самыми крупными летающими существами. Вы можете в это поверить? Но я не буду рассказывать вам о тех самых невероятно крупных летающих существах. Тема нашего ролика – птицы, так что давайте поговорим о них. Не таких громадных, но не менее интересных. Следующее изящное создание обладает длинной шеей и ослепительными перьями. Его движения грациозны, когда он плывет по воде, кажется, будто он скользит, почти не касаясь поверхности. На суше же его шаги неспешны и благородны, как у королевской особы. Его величественная поступь и спокойствие вызывают восхищение и уважение. Ну ладно, хватит описаний. Думаю, вы уже догадались, что я говорю о лебеде. А если точнее, то я хотел бы рассказать вам о лебеде-шипуне, самом крупном представителе этого вида и по совместительству являющемся одним из самых крупных видов птиц. Длина тела около 2 метров, вес от 5 до 20 килограмм. Размах величественных крыльев 2,5 метра. Когда шипун летит, хлопки слышны в 1 километре от его местонахождения. Шумный полет кажется тяжелым, потому что птица летит медленно. Послушайте сами. Такой шипящий, свистящий звук. Но свое название лебедь-шипун получил благодаря другой особенности. По характеру эта птица очень терпелива. Соседство с другими птицами или даже с людьми ее совсем не смущает, но только до поры до времени. Если лебедь почувствует угрозу, он тут же начнет показывать другую сторону своего характера. Выражается это в основном в громком шипении. И чем ближе опасность, тем громче шипение. Даже кобра рядом с таким покажется погремушкой. И, конечно, этот топ самых больших птиц не мог не включить в себя аиста. Эти прекрасные существа проживают практически на всей территории нашей планеты. Белый аист в умеренных и южных областях Европы, в северо-западной Африке, в Азии, американский аист в Америке. Другие виды аистов в других частях планеты. И все эти птицы имеют достаточно большой рост и не менее впечатляющий размах крыльев. С ними связано множество прекрасных легенд. Чего только стоит поверье о том, что если аист поселился на крыше вашего дома, то вас обязательно ждут счастье, достаток и много детей. Но рассказать я хочу вам о самом необычном представителе этого семейства – об отвратительном аисте марабу. В семье не без урода, как говорится. Ну, посудите сами. Во-первых, выглядит эта птица по-настоящему жутко. Лысая голова, огромный мешок под длинным толстым клювом. А также высокий рост, достигающий 2 метров. Посмотрите, каким маленьким выглядит этот мальчик рядом с таким гигантом. Во-вторых, марабу – падальщик. Он жрет абсолютно все. Видит птенца фламинго – сожрет. Видит труп буйвола – распотрошит. Даже человеческий мусор ненасытный птиц не обходит стороной. Кстати, именно за эту особенность он получил почетный статус санитара саванны. То есть польза от этой жуткой птички все-таки есть. Хотя в Африке ее почему-то не очень любят и даже отстреливают. А вы как считаете, полезная птица? Страусы, пингвины, аисты, орлы, лебеди, в принципе, вполне предсказуемый список. Я бы, может, добавил в него еще парочку пеликанов, альбатросов, китоглава, дрофу, но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас я хотел бы показать вам пусть и не самую большую птицу, но точно одну из самых необычных. А необычная она хотя бы потому, что похожа на самую настоящую корягу. Вы видите птицу на этой картинке? А она здесь есть. Вот же она. Эта птица называется дымчатый лягушкорот, и живет она в Австралии. В основном на старых деревьях, потому что под них проще маскироваться. Это довольно крупная птица, размеры которой могут достигать полуметра, а вес 2 килограмм. В дупле с такими габаритами точно не спрятаться.
Поэтому навыки маскировки очень спасают это забавное существо от хищников. Что касается названия, лягушкоротом эту птичку зовут не потому, что она ест лягушек, хотя это тоже правда, а потому что она имеет необычайно огромный смешной рот. Из-за него она немного похожа на лягушку. А вы что думаете? Кстати, этим самым ртом дымчатый лягушкорот издает невероятные звуки. От низких похрюкиваний до го и ласкового баюканья. А порой им приписывают мурлыканье, крики и даже плач. Послушайте. Ну что же, на вопрос, что делает птицу птицей, вы теперь ответите совсем по-другому. Некоторые птицы отлично плавают под водой, другие не умеют летать, а некоторые летающие гиганты вовсе не птицы. А как насчет вопроса, хотите ли вы заработать больше денег? В нашу команду требуются сценаристы, монтажеры, дикторы и креативные продюсеры. Если вам подходит одна из этих профессий, обязательно переходите в нашего телеграм-бота и оставляйте заявку. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр.